Сегодня мы испепелим отличную дубовую столешницу, но в итоге исправимся и сделаем из этого необычный стол. Куча сложностей, хитрые приемы и ведро эпоксидки. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Для столешницы я взял вот такой обрезок дубового спила, если, конечно, этот кусок можно назвать обрезком. Он остался от одного предыдущего проекта. Кто догадался, от какого именно, пишите в комментах. Естественный край в этом изделии будет явно лишним, так что обезестествиваем его, то есть сделаем обрезным. Следующим этапом надо хорошенько обжечь будущую столешницу. Сразу скажу, что это не моя идея. На ютубе полно роликов с заливкой обугленного дерева. Я сам с удовольствием смотрел такие ролики и захотел сделать что-то подобное. Но для того, чтобы не тупо копировать контент, я решил внести немного отсебятины. После того, как дерево остыло, я проливаю его первым слоем. По сути, это грунтовочный слой. Я прекрасно понимал, что уголь очень пористый и будет впитывать в себя смолу просто бесконечно. Поэтому сразу же заливать весь объем смолы нельзя, если, конечно, не хотите создать эффект джакузи. Еще мне очень хотелось оставить вот эту белую золу на угольках, но после того, как на нее льешь смолу, она пропитывается и пропадает. Я даже думал немного подкрасить уголь белой краской, но в итоге этот вопрос решился сам собой. Но об этом немного позже. Пока первый слой сохнет, занимаемся опалубкой. Я вырезаю на лазерном станке полосы из пластика. Они просто отлично подходят для опалубки. И скажу вам, что я совсем обленился после появления лазерного станка в мастерской. Как вы видите, даже фанеру я нарезаю на нем. В основу опалубки я кладу стекло. Отличный вариант, так как оно идеально ровное, и после снятия опалубки заливка тоже будет идеально ровной. На стекло я раскладываю вот такие заготовки. Это будущие ножки стола. Сделаны они точно таким же способом, как и столешница. А затем выставляю бортики. Первый слой я залью очень густой смолой под названием Extra Honey от Artline, так как опалубку я сделал на скорую руку. А такая смола заполнит нижний слой, и следующий, более жидкий состав можно будет лить уже на него без опаски. После того, как первый слой залит, частенько остается немного смолы. Ее я обычно и заливаю в кирпичики из ваших комментов и никнеймов всех спонсоров. А сегодня главный спонсор — это мобильная RPG игра Raid Shadow Legends, которая действительно погружает нас в тот самый магический игровой мир, очаровавший нас еще с детства. К слову, в Raid можно играть как на мобильном, так и на ПК, и это абсолютно бесплатно. Понятное дело, что у каждого здесь есть свои любимчики. Так вот, для того, чтобы повысить ранг любимых чемпионов, им можно скормить менее
появления симпатичных бойцов. Давайте прямо сейчас откроем несколько осколков и посмотрим на выпавших чемпионов. Тут и становится ясно, покушают ли сегодня наши любимчики. Рейд только что выпустил огромное обновление. Теперь все очень грамотно перенастроено и отлично отбалансировано. В итоге игры на арене стали еще более соревновательными. Также совсем скоро будет открыта новая локация – Кузница. И там вы сможете создавать высококачественные артефакты. Ищи меня в игре под ником Лихой Топор. А если ты еще не скачал рейд, то я оставляю ссылку в описании под этим роликом. Качай рейд только по моим ссылкам. И как новый игрок получи 3 древних осколка, запас энергии, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона Законницу в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. А мы продолжаем. Пока смола не схватилась, я быстро иду к мангалу и набираю немного углей. Для того, чтобы ножки смотрелись поинтересней, раскладываю их вот таким способом. Пытаясь создать переход, что-то вроде градиента. Тем временем грунтовочный слой на столешнице высох, и нам предстоит залить ее полностью. Для этого я и сделал опалубку. Во внутреннюю ее часть наношу разделительный состав. Когда уже заготовка находится в опалубке, по контуру промазываю ее герметиком. Также по всему периметру укрепляю пластиковыми уголками. Ну и конечно же пальцую по кругу. В основу я лью всю ту же густую смолу, для того чтобы проверить и укрепить опалубку. Когда она схватилась, можно заливать уже весь объем, более жидким составом. Как вы видите, на столешнице остались такие белые пятна. Это микропузыри, которые отлично имитируют золу. Мне прям очень понравился этот эффект, и при высыхании смолы я решил их не убирать. На этот раз я взял состав под названием Wood Pro, и теперь уже смело заполняем весь объем. Как вы видите, после заливки финального слоя, вот этот эффект белой золы остается на своем месте, что и требовалось доказать. Точно таким же способом я решил сымитировать золу на угольках в ножках, но немного переборщил. И пузырей осталось чуть больше, чем хотелось. Но ничего, практически все мои видео это эксперименты. Какие-то удачные, какие-то не очень. Ими я и делюсь с вами. Спустя несколько дней снимаем опалубку. В этой одной заготовке находятся 2 ножки для стола, поэтому разделяем их. А теперь осталось собрать нехитрую конструкцию и оценить в комментариях. Также подписывайтесь на мой инстаграм, кому интересно, ведь там я публикую проекты, которые никогда не появятся на ютубе, ввиду их формата. А вам спасибо за просмотр и добра от топора.